История дизайна 30419. Билет номер 9. Искусство Хараппы и Мохенджо-Даро. Речь пойдет об истоках древней индийской цивилизации, которая зародилась в бассейне реки Инд еще в 3-м тысячелетии до нашей эры. Культура этой цивилизации приобрела название Харапской и культурой Мохенджо-Даро по названиям двух наиболее исследованных и значительных городов того времени. Раскопки начались в этих местах в 1922 году, когда индийскому археологу Рахал Дас Бенарджи улыбнулась удача. Были найдены остатки древнего города, которые впоследствии получили название «Город мертвецов». Работы в долине реки Инд продолжались до 1931 года. Понятия «индийская цивилизация», «Мохенджо-Даро» и «Хараппа» в археологии сходны. Харапскую цивилизацию можно по праву назвать высокоразвитой, о чем говорят сохранившиеся артефакты и сооружения. Начнем с планировки города, которая впервые имела такой строгий характер. Все улицы города проходили с севера на юг, главные улицы, и с востока на запад переулки под прямым углом, что помогало защищать дома от ветра. Крупные города делились на две части: верхняя часть и нижний город. Верхний город представлял собой крепость на холме с композицией в форме цитадели, в которой жили представители городских властей и жрецы. Здесь также располагались различные общественные сооружения: большие зернохранилища, дворцовые постройки, алтари и общественные бассейны для омовения, то есть купальни. За стенами цитадели размещался нижний город, в котором уже проживала большая часть населения. До нас дошло большое количество изделий художественного ремесла того времени. Домашние утвари жителей Мохенджо-Даро делали из меди большинство предметов, из бронзы, различные сплавы. Для сельскохозяйственных работ изготовляли лемеха и серпы, для ремесленников топоры, пилы, лопаты, для воинов мечи, пики, копья, кинжалы. Особого внимания заслуживают образцы тонкой художественной работы, печати, амулеты, вырезанные из стеатита и слоновой кости, а также изготовленные из меди и глины. Таких печатей найдено более 2000. На многих из них имеются надписи, сделанные своеобразным иероглифическим письмом. Эти образцы древнего индийского письма напоминают собой наиболее раннюю письменность шумеров и других древних народов. Но, к сожалению, эти записи до сих пор не удалось расшифровать в полной мере. Большое развитие получило прядение и ткачество. Жители научились прядь, ткать хлопок. Высокоразвитым для того времени было гончарное дело. Глиняная посуда делалась на гончарном круге, обжигались, окрашивались и покрывались орнаментом. Найдено множество сделанных из обожженной глины пряслиц, гончарных труб, детских игрушек. Также было развито искусство ювелирного мастерства, ювелирного дела. Мастера обрабатывали драгоценные камни, драгоценные металлы, изготавливали украшения из драгоценных, полудрагоценных камней. Каменные скульптуры, изготовления изображали относительно немногочисленные, но среди них отличающиеся тонкой резной работой погрудная фигура, известная как король-жрец. Археологами были также найдены бронзовые статуэтки, в том числе самая знаменитая скульптура Мохенджо-Даро «Танцующая девушка», и многочисленные терракотовые поделки, которые изображали быков, буйволов. Встречаются также гротескные статуэтки, изображавшие мужчин, женщин в смешном виде, что говорит о юморе того периода. В Мохенджо-Даро были развиты наука, астрономия. Именно здесь зародилась современная, так называемая арабская письменность. Многие знаки, многие научные данные берут свое начало в этой цивилизации. Создать что-то новое в этом старом городе и приказал заложить огромный форт, окруженный 20-метровыми стенами, величественный, как и его создатель. Имя Акбар означает «великий».
Форт Агры стал достойным местом воплощения безудержной страсти властителя к созиданию. Политические вопросы империи решались внутри неприступной крепости, за стенами которой скрывались роскошные дворцы. Были разбиты сады и парки, в которых шумели водопады и били фонтаны. Здесь не было ни одной случайной детали. Все служило лишь одной цели. В совершенно геометрической гармонии должен был возникнуть райский сад Эдем. О роскоши этого сада сегодня можно только догадываться. Также и из некогда 500 строений форта сохранились лишь немногие. Уже по приказу преемников Акбара многие здания были снесены, и на их месте построены новые. Самым большим зданием форта является Дивани-Ам – зал для аудиенций. Здесь властитель устраивал официальные приемы и демонстрировал свое могущество. Благодаря искусному сочетанию дипломатии и военных действий Акбару удалось значительно расширить свою империю и установить в ней эффективную систему управления.